И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 15 марта и второй мой материал традиционно сводки с фронтов. Причем мы сегодня сконцентрируем внимание не на всем фронте, потому что я, наверное, сделаю более общий обзор по всей линии фронта на Украине уже вечером. Мы сейчас сконцентрируемся на главном, потому что сегодня ночью произошло ключевое событие. Прорыв Донецкого фронта в районе Горловки. Помните, вчера, когда я делал аналогичный прогноз, сутки назад, с учетом тех данных, которые мне поступали, я честно скажу, только открытые данные, никто мне ничего не сливал, предположил, что самым логичным развитием дальнейшей ситуации может быть взятие в клещи Донецкой группировки, то есть удар из района Ясиноватая Горловка в обход Авдеевки и дальнейшее замыкание кольца окружения вокруг Донецкой группировки ВСУ в районе Покровска. Потому что одновременно с этим будет развиваться наступательная операция с юга, через Курахово и далее тоже на Покровск. То, что там что-то намечается, на самом деле уже было видно, начиная с вчерашнего утра. То есть интенсивность работы российской авиации, артиллерии, она нарастала из часа в час, а настоящий кошмар для ВСУ начался примерно в 21-22 часа. То, что творилось в это время в районе Авдеевки, это было очень трудно описать. Местные жители говорят, такого ада огненного, такого огненного вала мы не видели ни в 2014, ни в 2015 годах. Работа российской авиации и артиллерии была всеподавляющей. И результат мы увидели уже утром, когда официальный представитель пресс-службы Российской Федерации, вернее, Министерства обороны Российской Федерации Коношенков сообщил, что войска из района Горловки, прорвав фронт, вышли в район Новоселовка 2. Чтобы вы понимали, от той линии фронта, которую занимали войска ДНР, и там тоже есть российские части, по состоянию на поздний вечер до этого места 8 километров. То есть с 22 часов до примерно 8 часов, то есть на протяжении 10 часов, войска продвинулись на 8 километров. Причем продвинулись сквозь несколько линий обороны, многоэшелонированные, бетонированные укрепления, которые создавали на протяжении 7 лет. Причем против войск прорыва стояла 95-я аэромобильная бригада. Очень боеспособное подразделение ВСУ. И вот ее буквально за несколько часов закатали в землю. То есть Российская Федерация показала, каким образом она умеет прорывать глубокоэшелонированную оборону противника всего за несколько часов. На самом деле, вот такого прорыва я, наверное, не помню со времен Великой Отечественной войны. Чтобы вот так быстро, на такую глубину и с таким эффектом это было совершено. То есть всеподавляющее превосходство в воздухе, всеподавляющее превосходство в артиллерии и результат. За 10 часов прорыв на глубину составил до 8 километров. Ну и далее, с учетом того, что резервы украинской группировки в этом направлении уже истощены предыдущими боями, удержать российские войска будет очень и очень трудно. Я думаю, через несколько дней мы уже узнаем, что вокруг Донецкой группировки ВСУ сомкнулись клещи окружения, и те, кто еще вчера обстреливал кварталы Донецка, окажутся в окружении. А далее, если мы посмотрим на карту, понимаем же, что в это же время будет наступать группировка с севера, намечается еще один котел с центром в Бахмуте. И значит весь остальной украинский Донецкий фронт тоже окажется в окружении. А российские войска по итогу этой операции, скорее всего, выйдут на линию Лозовая, Павлоград, пригороды Запорожья. И таким образом первая фаза операции российских войск на Украине будет завершена. Потом будет зачистка этих котлов, перегруппировка войск и дальнейшее движение на запад. И здесь хочу отдельно подчеркнуть. Те люди, которые сегодня говорят о том, что готовится Минск-3, они абсолютно ничего не понимают в том, что происходит. Никакого Минска-3 быть уже не может. Минск-3 был возможен примерно до 1, 2, 3 марта. Сегодня Москва не пойдет ни на какие соглашения с действующим режимом. От этого режима может быть принята только безоговорочная капитуляция, как в 1945 году, что в целом в принципе и логично. С этими людьми разговаривать не о чем. Эти люди перешагнули уже все границы дозволенного. Вот это то, что самое важное произошло на сегодняшний момент на линии фронта на Донбассе. Подчеркиваю, более полный обзор по всем направлениям. Там тоже есть очень много интересных продвижений на юге, в районе Киева. Все это мы с вами поговорим уже вечером. До свидания и ждите следующего выпуска.